Привет! Сегодня у меня такой вот выкладной френч должен получиться. Предварительно попробовала его сделать на типсе, и в матовом видео он очень даже неплохо выглядит. Это мой предыдущий маникюр. Обошлось с потерей одного стразика. И начинаю снятие. Обычно все выпуклые детали опиливаю тонкой фрезой, чтобы далее их откусить кусачками. Стараюсь это делать аккуратно, без лишних движений. Жемчужинку убираю полностью фрезой, ибо она была акриловая, и спилить ее легче, чем откусить. И еще чуть-чуть прохожусь под самым крупным стразом. Там зона апекса, поэтому я не задеваю свой ноготь, в принципе, при опиле. Откусываю и получаю стразом в камеру, сразу же, как всегда. С цепями пришлось повозиться, ибо если их фиксировать со всех сторон, они прилипают намертво. А далее я делаю снятие кукурузкой. Ею я также убираю длину. Подпиливаю торцы пилочкой и делаю поверхностный опил перед маникюром. Поскольку с прошлого маникюра прошло довольно много времени, моя кутикула сильно прилипла к ногтю, и первым делом я ее хорошенько отклеиваю обратной стороны пушера. Открываю карман и стараюсь максимально убрать весь птеригий, наросший на ноготь. Все, что осталось, уберется с помощью пламя. Мой самый любимый процесс. Беру пламя и начинаю обрабатывать кутикулу. Сперва слева все ноготочки, а затем переключаю на реверс и обрабатываю справа. Я уже открыла с помощью пушера мой кутикульный карман, и обрабатывать кутикулу стало намного проще. Обязательно делаю юбочку для более удобного среза ножницами. Затем срезаю кутикулу ножницами и перехожу к покрытию. У меня сегодня многослойный дизайн, поэтому шлифовать кутикулу я буду перед топовым покрытием после всего опила. Начинаю делать покрытие, как всегда, с базы. Делаю почти втирающий слой. Помогаю кисточкой потоньше у кутикулы. Поскольку у меня выкладной френч, а такой френч я делаю в несколько этапов,
Первым этапом это будет ступенька. Я ее обычно делаю из акригеля. Сегодня я его намешала из акригеля и неонового лака, чтобы был максимально прозрачный эффект. Сбоку сие творение выглядит максимально как ступенька, так что ошибиться тут сложно. Вторым этапом у меня проходит заполнение верхней части над ступенькой. Обычно это уже материал пожиже, с самовыравнивающимся эффектом, чтобы опиливать было легче. Нужен был похожий цвет, так что акригель я заменила гелем и смешала его с тем же гель-лаком. На этом этапе я также выстраиваю апекс. Далее, чтобы перейти к производству последнего, третьего этапа, мне нужно опилить ступеньку. Сделать сносную линию улыбки с помощью фрезы и пилочки. Опиливаю сперва конусовидной фрезой от апекса по направлению к кончику. Чуть-чуть прохожусь пилочкой и с помощью вот такой вот тонкой керамической фрезы я делаю усы своему френчу. Для более ровной линии улыбки слегка равняю ступеньку пилочкой 180 грит. Далее рисую тем же гель-лаком улыбку по линии стыка ступеньки и будущего кончика. Всегда в выкладном френче рисуют эту линию для более разделительного эффекта. А в моем случае она делает мой полупрозрачный розовый ноготь чуточку глубже.
Третьим и последним этапом будет оформление конца ногтя. Он у меня сегодня простой, просто белый, так что просто складываю его апельсиновой палочкой и сушу. Этап опила включает в себя задействование фрез и пилочки. Конусом параллельно к ногтю опиливаю предварительную форму ногтя. Снимаю материал ровно до момента, когда начнет виднеться ступенька и ровная линия улыбки. Этим же конусом убираю длину, выпиливаю внутреннюю часть ногтя и ровную арочку. Пилочкой пилю параллели и торец. Снова пилкой опиливаю поверхность и бафлю ее. Поскольку больше я пилить ничего не буду, теперь можно и зашлифовать кутикулу. Я собралась сделать матовое покрытие, но я также помню, что оно пористое, и именно поэтому в него забивается грязь, и маникюр становится грязным со временем. Плюс у меня были маленькие пузыри при смешивании гелей и акригелей, так что я покрываю перед матовым топом ногти еще раз с тонким слоем базы. Она защитит и так пористый акригель от грязи, просочившейся через мат. И последний слой — матовый топ. А я иду монтировать свой следующий маник. Скоро увидимся. Пока!